Как же я люблю этот момент, когда приземляешься в новом городе и находишься в предвкушении того, что тебе предстоит увидеть. Итак, Мадрид – аэропорт Барахас. С городом его связывает и метро, и целая сеть автобусных маршрутов. Выбираем автобус, потому что уже во время трансфера есть шанс увидеть много интересного. Но лучший способ узнать город – это пешие прогулки. Сейчас мы находимся на центральной площади испанской столицы Пуэрто-дель-Соль, Ворота Солнца. На углу с улицей Кармен находится бронзовый символ Мадрида – скульптура медведь и земляничное дерево. Сейчас мы видим конную статую короля Карлоса III, одного из самых почитаемых в Испании монархов, благодаря реформам которого страна испытала значительный экономический и культурный подъем в середине XVIII века. А сейчас мы находимся на главном мадридском проспекте Гранд-Виа – Большая дорога. Среди прочих достопримечательностей здесь расположено здание компании Телефоника, считающееся первым небоскребом Европы. Своеобразным окончанием проспекта Гранд-Виа является площадь Испании, где явно доминирует памятник Сервантесу, который жил и умер в Мадриде, и который в наши дни с высоты своего пьедестала взирает на своих самых знаменитых персонажей – Дон Кихота и Санчо Пансу. Что бы это значило? Иногда на улицах Мадрида можно встретить памятники вот с такими странными персонажами. Оказывается, в такой способ была увековечена память известного каталонского писателя и философа Эухенио Дорса Ровира. Когда расстояние между достопримечательностями слишком большое, перемещаемся с помощью метро.
Поездки обходятся в пределах евро 50, евро 70 за одного человека. Одной из центральных площадей испанской столицы, которая соперничает с площадью Пуэрто-дель-Соль за право именоваться главной площадью Мадрида, является Пласа Майор. В самом центре площади на гранитном постаменте возвышается бронзовая конная скульптура короля Филиппа III. Наиболее впечатляющим на площади является здание Каса де ла Панадерия, дом пекарни, которое обязано своим названием мельнице, когда-то располагавшейся на первом этаже. Сейчас мы видим улочку с традиционными мадридскими жилыми зданиями конца 19-го, начала 20 века, так называемыми «корралос». Длительные прогулки на свежем воздухе вызывают нешуточный голод. Самое время попробовать традиционную испанскую выпечку чуррос. Ну, твоя мечта осуществилась? Ну, пробуй, говори. Мягкое, хрустящее, что это такое? Ну, какое оно? Хрустящее или мягкое? Хрустящее. Хрустящее. Ну, дай кусочек попробовать. Ну да, на ощупь абсолютно такая хрустящая штука. Да, жареное, чуть-чуть солоноватое просто тесто. Голосом любого города являются его уличные музыканты. Замечу, что мы побывали в Берлине, Лондоне, Риме, Праге, Вене, Будапеште, но такого количества и разнообразия уличных музыкантов, как в Мадриде, мы не видели нигде. После захода солнца Мадрид наполняется особенным шармом и магией вечернего города.
А теперь более детально остановлюсь на знаковых объектах Мадрида, которые входят в топ его достопримечательностей. Вверху моего рейтинга, несомненно, главенствует один из известнейших мировых музеев – Прадо. С 18 до 20:00 в этот замечательный музей можно попасть абсолютно бесплатно. Нас интересует всего около десятка полотен, поэтому думаю, что успеем приобщиться к прекрасному и вечному. Сразу замечу, что снимать в Прадо категорически запрещено и за этим очень строго следят. Но когда меня это останавливало? Итак, что же мне удалось запечатлеть? Альбрехт Дюрер. Автопортрет. Ван дер Вейден. Снятие с креста. Мессина. Мертвый Христос, поддерживаемый ангелом. Рафаэль. Кардинал. Некоторые полотна из-за обилия элементов можно изучать часами. Примером является шедевр Брейгеля «Триумф смерти». На картине армия скелетов сеет смерть. Кто-то пытается дать отпор, кто-то играет на лютне, не замечая происходящего, но большинство людей бегут. Но дорога побега одна и неизменно ведущая в ловушку – огромный гроб. Причем перед смертью все равны – и короли, и простые смертные. Одним словом, мир гибнет под похоронный звон колоколов. Похожим по количеству элементов является знаменитый триптих Босха «Сад земных наслаждений». Дерзну не согласиться с представлением Рубенса о идеалах женской красоты, воплощенной в картине «Три грации». Жемчужиной художественной коллекции в Прадо является полотно Веласкеса «Менины». А сейчас немного о разнообразии сюжетов. Это Тициан, Адам и Ева. А это полотно Рубенса, Адам и Ева. Но сейчас, как говорится, найдите 10 отличий. А сейчас мы увидим один сюжет, но кардинально разные подходы в его видении. Это полотно Рубенса «Сатурн, пожирающий своего сына». А это одноименная картина Франциско Гойи. К слову, благодаря Прадо мы открыли для себя Франциско Гойю. Именно в этом музее можно увидеть трансформацию его видения окружающего мира, начиная от яркой приверженности романтизму до мрачного мировосприятия в его последних так называемых черных картинах.
Следующим объектом в Мадриде, который просто необходимо посетить, является Королевский дворец. Вход во дворец начинается с величественной мраморной лестницы. Сверху на вошедших благосклонно взирает статуя короля Карлоса IV. По роскоши убранства мадридский королевский дворец считается одним из лучших во всей Европе. Стены и потолки королевского дворца украшают фрески, выполненные руками знаменитых художников Веласкеса, Гойи, Караваджо и других. Каждый зал дворца смотрится уникальным музеем, поражающим роскошью оформления и искусством мастеров. Неотъемлемой частью традиции монархии является смена караула возле Королевского дворца. Сегодня среда, 11 часов утра, и мы станем свидетелями так называемой малой смены караула.
шаговой близости от Королевского дворца находится собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена, или сокращенно собор Альмудена. Собор Альмудена был построен на месте мусульманской крепости, разрушенной войсками Альфонса VI. Рассказывают, что в развалинах стен крепости была найдена статуя Девы Марии, которую назвали Альмудена, от арабского крепость. На фасаде собора по центру мы видим статую покровительницы Мадрида Девы Марии Альмудены. Высота собора Альмудена 75 метров, а длина 102 метра. Это придает собору массивность и особое величие. С собора Альмудена перенесемся в Королевский собор Святого Франциска. Интерьеры базилики Святого Франциска поражают своей роскошью. В них много позолоты, рельефных декоративных элементов. Впечатляющий купол собора, который, кстати, самый большой в Испании, украшают фрески, в которых отражены клерикальные сюжеты. Художественной жемчужиной собора является часовня, расписанная Франциско Гойей. Сейчас мы видим фреску его авторства. Святой Бернардино Сиена проповедует перед Альфонсо V Арагонским. На территории собора находится также музей, где находится множество полотен 18-19 века на религиозную тематику. А теперь отвлечемся немного от архитектурных достопримечательностей Мадрида, приобщившись к неотъемлемой части культуры Испании – фламенко.
Нельзя побывать в Мадриде и не прогуляться по тенистым аллеям его центрального парка Буэн-Ретиро. Парк Ретиро полон памятников и фонтанов. Сейчас мы видим фонтан «Падший ангел». На ветках деревьев вместо привычных воробьев здесь мы видим экзотических попугайчиков. Наиболее впечатляющая скульптурно-архитектурная композиция парка Ретиро расположена у Большого пруда и посвящена королю Альфонсо XII. Скульптурная композиция состоит из двойного полукруга ионических колонн, на фризах которых вылеплены гербы различных испанских провинций и сцены, изображающие ремесла, характерные для каждого региона. В центре расположена колонна, на которой возвышается конная статуя монарха. А сейчас мы находимся в районе станции метро Пирамиды, чтобы посмотреть на один из самых старых мостов Мадрида – мост Пуэнте де Толедо. Пуэнте де Толедо представляет собой гранитный арочный пешеходный мост шириной почти 5 метров с 9 пролетами, переброшенный через реку Мансанарес.
tía esa de... ¿Cómo se llama? These songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, redemption songs. And then I'll sit back yourself from outer slavery. Now ourselves get free. От моста Толедо перенесемся в западный парк Мадрида, чтобы посмотреть, нет, не на очередной католический храм, а на древний египетский храм Дебот, посвященный богу Амону. Оказывается, этот храм, как и многие другие исторические памятники, попадал в зону затопления, которая образовывалась при строительстве Асуанской плотины. Испания оказывала Египту всестороннюю помощь в спасении этих памятников. В благодарность за помощь в 1968 году Египет подарил Испании храм Дебот, который, хочу подчеркнуть, является не копией, а настоящим аутентиком возрастом более 2000 лет. Интересным фактом является то, что храм Дебот установлен на месте, где французские войска Наполеона расстреляли участников восстания 2 мая 1808 года. Это событие мы уже видели отображенным на знаменитой картине Гойи 3 мая 1808 года в Мадриде. Итак, бросаем прощальный взгляд на Мадрид, который навсегда останется в наших сердцах не только как настоящая сокровищница для любого путешественника, но и как город, полный приветливых и жизнерадостных людей. Puede que el tiempo nos aleje